Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Ребят, ну сегодня замаринуем шашлычок. Есть у меня такой красивый кусочек сегодня свиного ошейка. Маринад сегодня будет простой, но при этом результат всегда неизменно превосходный. В общем, для начала нарежем наше мясо на произвольные кусочки. Самое то, что надо. Так, теперь настало время заняться, собственно, маринованием. Берем соль. Соли здесь, как я всегда говорил, 3 килограмма мяса у меня, значит, 3 чайных ложки соли. Сразу это дело посолим хорошенько. Так, прихлопали. Солю я всегда сразу, кто бы что ни говорил. Это уже огромное количество известных кулинаров опровергли уже тот момент, когда соль надо сыпать в конце, или не надо вообще, или перед жаркой, иначе мясо становится сухим. Полнейшая чушь, ребят. Сколько уже пробовал и так, и сколько вот я слушал умных людей. Все это ерунда. Посолили. Теперь добавляем специи. Первым у нас пойдет кориандр, чайная ложка. Далее базилик, фиолетовый, что важно, чайная ложка. Далее чабер, также чайная ложка. Также он известен как цитрон или кондари в Грузии. Красный перец острый, пол чайной ложки. Красный сладкий перец, чайная ложка, он же паприка. Все вот так красивенько мы высыпаем сюда. И начинаем это дело хорошенько все вымешивать, чтобы распределить все наши специи равномерно по нашему будущему шашлычку. Соль я уже не ощущаю, соль у нас растворилась хорошо. В принципе, специи тоже могут быть произвольными. Я насыпал те специи исконные, которые я люблю, которые нравятся моей семье. Вы можете использовать те специи, которые нравятся вам. Все мы сюда добавили на этом этапе. Мы это мясо оставим в сторонку, вот так вот немножко отодвинем и дадим ему отдохнуть. Как раз за это время немножко раскроются специи, тем временем займемся луком. Лучок мы нарезали, отодвигаем его вот так в стороночку, чтобы он нам не мешал. Берем нашу волшебную кастрюльку и начинаем закладывать. И укладываем сверху мясо слоями. Так, раз. В принципе, можно сильно и не заморачиваться, укладывать слоями. Но я так считаю, более равномерно мы его сейчас с вами распределим. Сейчас впоследствии все равно в итоге мы будем перемешивать. Но размять его надо обязательно. Мы посолили, приправки наши ввели. Теперь, чтобы шашлык наш был исключительно сочным, и чтобы специи раскрылись, мы добавим сейчас один из основных ингредиентов. Нарзан. На это количество где-то, наверное, грамм 250, миллилитров 250 мы, наверное, введем. Сильно газированный нарзанчик. Сейчас я отмечу пальцем. Так, вот так. Почему я это делаю? Зачем? Минеральная вода, газированная минеральная вода, она очень хорошо расщепляет белковые волокна, то есть мясо становится более рыхлым. Всего этого лучше впитывается сок, вот этот, вернее, нарзан, минералка. Она сейчас в себя вберет все ароматы специй, которые мы ввели. Если какая-то соличка у нас не растворилась, да, там где-то крупинки есть, все это растворится. И мясо отличнейшим образом все это впитает в себя. И в итоге мы получим нежный, очень нежный. Это один из любимых моих рецептов. Очень нежный, очень сочный маринад. В принципе, вы уже можете наблюдать. Вот тут чуть-чуть, вот видно едва. Оно сразу мясо впитало его. Впитался весь мой нарзанчик, поэтому я добавлю еще миллилитров 100 буквально. Отлично. Ну да, где-то грамм 300 у меня получилось. Я сюда в общей сложности добавил. Я сейчас вот при перемешивании просто ощущаю, что его там нету.
мясо его впитало. Еще есть один такой секрет, который используют вообще в большинстве злачных заведений, и в ресторанах, и в кафешках. Как сделать так, чтобы мясо быстро впитывало ту влагу, которую вы сюда добавляете. Есть определенный нюанс, о котором я скажу немножко позже, в конце ролика. Дождитесь, я это озвучу. Так, все готово. На соль я уже попробовал, мне достаточно. Итак, маринад наш готов. Шашлычок мы замариновали. Аромат стоит, просто нет слов. Невозможно. Накрываю я это дело крышкой и убираю в холодильник. Как я уже говорил, жарить мы будем завтра. Поэтому он хорошенько отдохнет, хорошенько промаринуется. И завтра, собственно, продолжим. Итак, ребят, этот день наступил. Братанчо мой приехал. Так что открываем. О, какой аромат. Ну, это невозможно терпеть. Все у нас здесь залито, все готово. Вчера, если вы помните, 300 грамм минералки я сюда налил. Вот, должно быть видно. На дне вообще ничего нету. Все буквально впитало наш маринад. Полностью впитался в мясо. И чтобы маринад весь, ну, вся вот эта влага у нас осталась в мясе, надо запечатать его. Немножко, буквально 50 грамм масла я сюда налью. Если по каким-либо соображениям не любите вы масло, можете не лить, но так, поверьте, лучше. И размешать, оно создаст пленочку. И эта пленочка не даст выжариваться нашему соку из шашлыка на углях. Будет выжариваться непосредственно само масло. То есть шашлык у нас будет еще более сочным. То есть весь сок, который мы ввели туда, все это останется в нем, весь маринад, весь вкус и аромат, как говорится. Все дело пошло. Все печется, жарится, шкварчит. Уже по разуму перевернули. Пахнет, слюни текут. Пора, наверное, по первой наливать уже, братан. Да, сейчас так и сделаю уже. Там же все готово. Все, значит, не отвлекаемся. Начнем с... Все, ребят, шашлычок наш готов. Ну, буквально 10 минут. При этом маринаде буквально 10 минут, и он готов. Дальше, чтобы его не пересушить, снимаем и айда за стол. Вот такая красота, друзья, получилась. Ну, вы сами видите, сачок течет. Ну, в принципе, мы сейчас возьмем с вами, посмотрим, как оно все это дело у нас выглядит внутри. Сочный, вкусный. Так и течет с него сок, как я и обещал, друзья. Почему же он получается такой сочный, что я такого сделал? Что делают во всех злачных заведениях? В большинстве из них сок льется просто. Далее, чтобы получился шашлычок такой сочный, чтобы он также хорошо впитал минеральную воду и любой маринад, который вы вводите, всего лишь надо перед тем, как начинать мариновать мясо, на сутки его заморозить. Заморозили свежее мясо, разморозили. Оно обезвоженное после заморозки и очень хорошо впитывает влагу. Поэтому весь наш нарзанчик, вот 300 грамм нарзана на 3 килограмма, впиталось все сразу. И теперь этот сок оно отдаст нам, когда мы начнем вкушать. Друзья, если видео зашло, как говорится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Здоровья вам и вашим близким. Ну а нам с братишкой пора покушать. Всех вам благ.